Всем привет! Сегодня речь пойдет о настройке Sarex Pro. Вот о такой модели, как видно. И расскажу, как его лучше настроить, с какими я нахожу настройками. И, как говорится, советую ходить на каких именно настройках. А то часто задают вопросы, с какими я хожу настройками, какие оптимальные настройки для Sarex. Правда, задают и новички, и тот, кто только взял, и кто уже давно ходит, интересуется этим вопросом, потому что настроек прилично, можно сказать, у АК и у Sarex. Как говорится, тут можно рассматривать много разных комбинаций настроек, ну и так далее. Ну, перейдем, наверное, к настройкам Sarex Pro. Приступим к настройке MD. Давайте, наверное, включим сперва. Включение у нас находится сзади MD. Вот здесь, слава богу, можно включать без катушки. Настроить, например, дома, а потом уже выходить на поля спокойненько, адаптировать катушечку и приступать к поискам. То есть затратить меньше времени. Давайте начнем с S-меню, можно так сказать. Вот оно вот тут вот находится. Ужимаем ее. И вот меню выходит. Режим эконом. Выключаем, потому что теоретически это тогда, когда у вас аккумулятор почти разряжен или батарейка. Дальше функция, кнопка F. F кнопка вот здесь. Тут на эту кнопку можно разные функции выставлять. Давайте покажу. Режим эконом можно на F поставить, например. Тип звука идентификации. Тип КТ можно выставить. Алгоритм. Я вот выставляю алгоритм, чтобы быстро переключаться. Также кнопка AM и S выполняет функцию все металлы и дискрим. Вот, например, нажимаете, раз, не удерживая, например, дискрим включен. Нажимаем еще раз, все металлы. Перейдем к следующему меню, к следующей кнопке на MD. Вот видите, флешка, катушечка. Если просто раз нажать, вот просто, да, это у нас баланс грунта выскакивает. Но нам сейчас он не нужен. Нажимаем, ужимаем кнопочку, появляется вот масштаб. Масштаб 1.2 есть, 1.4, 1.7. Вот, я выставляю 1.2, чтобы было оптимально, все видно на экране. Дальше, накопление у меня выключено. Накопление 2, накопление 3. И просто выключить, потому что с задержкой показывает сигналы и годограф повторно. Но мне это не надо. Так, опять включили. Так, дальше у нас контраст экрана идет. Я вот выставил на 6. Можно меньше, можно больше, смотря, как говорится, какой световой день, солнце светит или наоборот пасмурно. Тут можно, как говорится, регулировать в ту или иную сторону, меньше или больше, как говорится. Ну или кому как нравится, опять же. Но надо учесть, что подсветка тут постоянная на этом MD и не отключается. А то есть и днем, и ночью она подсвечивается. Но она немного питания затрачивает. Перейдем к следующей настройке. Она находится вот на этой клавише M1. Можно вот, например, нажать. Вот, сразу переходим. Чувствительности, например. Чувствительность прибора я выставляю 18, иногда 19. Но это еще и зависит от катушки, какая частота на катушке,
какой производитель, потому что, например, на штатной катушке 18 в оптимале, например, а вот на тот же Mars Tiger, который тоже использую, например, 12 килогерцовый, да, например, я могу и 19, и 21 выставить. Ну, 21 не очень будет удобно, потому что он немного фантомит. Вот. А на штатке уже на 19 уже проблемы с фантомами, можно так сказать. Немного есть ложнички. Но это некомфортно в поиске, потому что можно пропустить сигналы. В общем, выставляйте от 18 до 19. Примерно это для комфортного поиска. Вот, например, выставляем вот 19. Дальше. Пороговый тон 16 я выставляю. Дальше у нас общее усиление. Общее усиление, ну, теоретически, опять же, бывают почвы разные, бывают условия поиска разные, но в основном я использую, например, общее усиление на шестерку, то есть на максе используем. Вот сейчас мы выставим на максе. Ну, мы дома находимся, понятно, немного будет, как говорится, шуметь, но шестерка оптимальна. Для тихого поиска, конечно, пятерочку надо ставить. Вот, дискриминация у меня на минус 30 стоит, плюс 84. То есть от минус 30 и ниже, и 84 выше 99, так сказать. Вот, потому что, например, после 84 в основном горячие камни. А минус 30, минус 40 где-то, да, мелкое железо. Большое он показывает. Ну, большое опять же хорошо определять, потому что не надо вырезать полностью там до 0 или плюс там 15. Тоже раньше были ошибки, когда я делал плюс 10, дискриминацию плюс 0, например, потому что в пропуске тоже чешуи происходит, тоже никелевых монет. И монет после 61 года иногда попадают в сектор там плюс 6, там плюс 7, плюс 10, например, плюс 12, по-разному, как говорится. Зависит от частот, зависит от катушки. Так, что у нас еще? Режимы эти, ПГК выключены, горячие камни, это скорость восстановления, так, выключены. Фильтр ЛСГ тоже на 0, потому что эти все фильтры, что вот находятся, да, они тормозят процесс поиска и задерживают сигнал. Ну и, конечно, влияют на глубину при этом же. То есть они у меня выключены. Алгоритм, на котором я хожу, МСФ. Ну, он такой, это, как говорится, оптимальный для чистых, средних замусоренных мест. А когда мы переходим на замусоренные места, конечно, вот перехожу вот на эту кнопочку и вот металломусор кнопочку тут. Вот переключаемся. Можно с теми же настройками, что и пользуемся МСФ, например. Вот. Теоретически там отличие, можно только усиление поменять, например. Чуть больше, чуть меньше, но это надо смотреть по обстоятельствам, сколько металломусора, как говорится, на фундаменте или там в деревне. Ну, это пинпоинтер, понятно. Это с аудио кнопочка связана. Переходим, РВКТ использую, тип звуковой идентификации. Тип КТ стандартный использую. Но опять же, это все на любителя звука особенно. То есть зависит, как вы хотите слышать сигналы. Так, переходим к границе НТ-30. Ну, то есть за минус 30, как и дискрим выставил, чтобы звуков не было от металла.
Мелодия, заставка это тоже на любителя. Я не знаю, смысл, вот у меня мелодия 2 стоит. Обычная, штатная, наверное. Так, ну все, тут в этой кнопочке все настройки я вам показал. Получается. Громкость, вот ужимаете кнопочку А и выходим в другую немного меню. Видим тут громкость, я вот на 4 ставлю. Если вам надо, то можно чуть-чуть посильнее ставить или поменьше, потише. Так, громкость железа я вот на 3 ставлю. Некоторые хотят слышать сильнее, кто-то меньше, но я оптимально для себя решил, что 3 самое то. Громкость слабого сигнала. Ну вот я на 6 поставил. Ну теоретически, опять же, это влияет, когда вот цель вы находите, можно по звуку определить дальность залегания предмета. Но опять же, ситуация такая, что некоторые тихие сигналы можно пропустить. Теоретически я вот на 6 остался. Но сильно различий я не почувствовал почему-то на этой настройке. И Макси ставил, и убирал, но что-то не почувствовал разницы большой. Так, тут у нас все. Вот, все настройки произвели. Так, это у нас переключение между режимами. У меня выбрана кнопочка, можно выставить любые другие кнопочки, например. Вот, выбор. Ну, в общем, что можно сказать? Рассказал все о своих настройках, как говорится. Теоретически, опять же, тут от катушки зависит. Штатные они тоже разные бывают. И 9×12, и 10 дюймов. Вот, ну, на 10 дюймов вполне прилично эти настройки заходят. Например, на Mars Tiger тоже хорошо заходят эти настроечки на 12 кГц катушка. При этом же, то есть настройки оптимальные, можно сказать. Долго подбирал под себя, как говорится. Но опять же, на вкус и цвет товарищей нет, потому что каждый хочет что-то видеть по-своему. Возможно, у кого-то будут отличаться настройки, он будет считать, что они будут лучше. Ну, тут каждому свое. Ну, что можно сказать еще? То, что все-таки многое зависит и не только от настроек, но и от катушек. Желательно катушки на 14 кГц иметь, потому что они более чувствительны к мелочи. 20 кГц говорят, что сильно шумные приборы становятся, 18 тоже шумноватым. Но оптимально получается, что 14 кГц катушки использовать. Ну, я только 12 кГц имею, но в сравнении с 7 кГц штатной, ну, различия большие. И к удивлению, вот Mars Tiger, например, она тише, чем штатная акашная 7 кГц. Хоть там в Mars Tiger 12 кГц используется. Там я могу, например, чувствительность выкрутить на 21 и более-менее ходить спокойно, без ложников. А у меня на штатке, например, 19 уже шумы. Очень приличные. В общем, всем пока, до следующего видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.